Доброго всем времени суток! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за лайки, за подписки, за комментарии. Спасибо. Смотрим, внимательно слушаем, девочки. Думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе и от результатов этого расклада, любим себя, ищем себя, никогда не сдаемся. Вы, только вы, творец своего счастья. Тема сегодняшнего расклада. Перемены на пороге. Чего ждать, к чему готовиться. Для начала делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете. Значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Какая девочка пришла на расклад. Скромная и со вкусом. Все люди как люди, а вы звезда. Ух ты, звезда с большим сердцем. Девушка, которая умеет любить. Так, сейчас уточню по поводу павлина. Скорее всего, повстречали какого-то павлина. Да. Ё-моё. Жили не тужили. Сердечко, видите, целое было. Повстречали какого-то павлина самовлюбленного. Но вы посчитали в моменте, что это ваша вторая половинка. Вот кто-то там посчитал, что это родственная душа. Да. Прям кто-то подумал. Близнецовые пламена. Вот одна душа на двоих. Смотрю в его глаза, вглядываясь, вот точно. Это он тот самый. В общем, опыт с этим мужчиной, опыт не пропьешь, да? Теперь вы с этим каким-то тут тесаком, то ли кинжалом, то ли тесаком наперевес, и смотрите так внимательно, из-под этих бровок зыркаете, дабы больше не повторить печально каких-то, ну не буду говорить. Ладно, опыта такого. Так как сердечко уже разбито. Видите, тут было целое еще, а тут вот уже разбитое сердечко. Разбитые мечты, иллюзии, ожидания. Планы какие-то разбиты. Ну, часто у меня проигрываются павлины. Ну, тут любовная сфера больше, девочки, все-таки разбитое сердце. Но если это не привязывать прям к мужчине, то в любом случае какие-то люди. По карте павлин это самовлюбленные люди, которые у нас у всех есть достоинства, недостатки, да, но вот эти люди очень тщательно свои недостатки скрывают, шифруются, да, зато достоинства, какие бы они ни были, они их выпячивают, они просто об этом, ну, не то, что там кричат на каждом перекрестке, нет, они так как-то так ювелирно, филигранно могут вот подчеркивать свои достоинства, свою ценность, вот как-то так, не знаю, акцент делать на этом, на ресурсности, на своей. Ну, в общем, для них нормально, когда их хвалят, восхищаются ими, где-то хвалебные оды поют. Опять-таки, недостатки есть у всех. Но вот у этих людей эти недостатки, они скрываются, и тем более, как вам сказать, шокирующе может быть, когда вы в такого человека влюбитесь, привяжетесь к нему, подпустите его к себе ближе, и тем более шокирующе для вас будет увидеть какие-то его, ну, недостатки, может быть, пороки, может быть, какой-то шлейф за ним, знаете, как стелется у кого-то из разбитых сердец, там, где мужчина переступил, самоутвердился, поставил галочку и пошел. Но я не говорю, что это в данном случае такое. У кого-то это, в принципе, какие-то очень некрасивые поступки, обесценивание, может быть, ну, чувств других людей, помощи даже какой-то. Ну, вот тут как-то так. В принципе, этот человек очень яркий, вот эти вот павлины, они очень яркие, они привлекательны для очень многих. Они показывают свою ресурсность. Ну, наверное, действительно кто-то ресурсный. При этом идет такое слегка обесценивание того человека, который рядом с ним может такое быть. Просто любители самоутверждаться тоже такие могут быть. Так, ну вот тут влюбились в такого, я думаю, с открытым сердцем. Ну, скорее всего, да, покорил ваше сердечко. Но вы сами по себе по карте звезда, девочки, замечательная характеристика. В первую очередь интеллект, наличие способностей, талантов. Другое дело, развиваете вы их или нет.
Опять-таки по звезде можете быть местной какой-то достопримечательностью, звездочкой, да, может быть, какой-то известной личностью. По крайней мере, у кого-то из вас это прям миссия, призвание, вы понимаете, вы там идете за своей этой какой-то идеей, мечтой. Ну, видите, какую-то там, вот, не знаю уж, вот видите свое призвание, опять-таки, повторюсь, может быть, в чем-либо. Какая-то вот инаковость есть, допустим, или не хотите жить обычной серой жизнью, как множество там других там окружающих вас, таких же женщин, да. Ну вот тут какой-то такой, как будто бы вы себя отделяете. Я не говорю, что у вас тут корона на голове. У кого-то может... Кстати, могут вас считывать некоторые, да, что у вас корона на голове. Зазналась, там, цену себе не сложит. Это все сюда, девочки. Ну, я думаю, у большинства это просто уже желание на вытянутую ручку, желание не особо приближать к себе людей, дабы потом не пожинать очень болезненные плоды, да. Так как сердечко разбито, уже знаете, как можно обмануться, уже знаете, как могут эти иллюзии разбиваться легко. Так, все-таки уточню по поводу этого павлинчика. Так, это вы, у меня карта звезда, вы звезда, это какой-то мужчина. Ну да, это мужчина, с которым у вас были шансы, карта клевер. То ли на построение отношений, то ли на построение в принципе какой-то, то ли, не знаю, любовной истории, то ли в принципе построение чего-либо. Клевер, шансы. Шансы, может быть, даже познакомиться с ним и для себя сделать выбор, может быть, не в его сторону. Тут клевер, шанс был с ним. Но карта всадник, скорее всего, мужчина, знаете, ну, такой, любитель ярких времяпровождений, прискакал по всаднику, получил все, что хотел, ну и ускакал дальше. Ну, тут такое может быть. Ну, разные у вас, может быть, были взгляды на, опять-таки, на эту встречу, на шансы, которые вы могли друг другу дать, предложить. И, в принципе, может быть, вы видели ваши отношения в одном свете, он на это все совсем по-другому смотрел. Ну, мужчина такой. Шансы-то он с удовольствием возьмет или взял в данном случае, но тут, скорее всего, он не особо был заинтересован в серьезности отношений. Такое. Взять не против. То, что... ну, может быть, вы предлагали, или то, что как бы само в руки шло. Может быть, увидел заинтересованность в ваших глазах. Вот тут какой-то такой у меня мужчина вышел. Так, а вообще, ну, я уже сказала, ваша сигнификация по звездочке. Женщина интересная, привлекательная. Женщина, которая, ну, для многих интересна, кстати. Но тут есть и женская зависть, есть постоянно как будто бы женщины на вас смотрят, анализируют, если можно сказать, считывают там ваши внешние данные, ваше, допустим, как будто бы интерес к вам есть, вот какую-то жизнь такой, то ли живете, то ли транслируете, да, им кажется, что вы какой-то необычной жизнью живете, у вас там какие-то свои планы, не совсем стандартная, не такая, как все. Тут тоже об этом. Такая ваша сигнификация у меня вышла. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, перемены на пороге. Чего ждать, к чему готовиться? Перемены на пороге. Перемены на пороге, чего вам ждать, к чему вам готовиться.
на вашем пороге. Открываем, смотрим. Ух ты. Сейчас буду докладывать. Я спрашиваю, это вы, ведьма ведающая? Это вас видят, и карта, видите, ваша, вопрошающий сразу отвечают мне. Да, это вы. Тут так интересно сразу показано, чего вам ждать перемены на пороге. То ли у вас сейчас общение будет, тут группа лиц женского пола. Женский коллектив какой-то, возможно. Может быть, подруги. Но, скорее всего, это как трудовой коллектив. Так проигрывается часто. Очень похоже на то, что это какой-то женский коллектив. Ну, как минимум тут 3-4 девочки, да? Тут как будто бы вы неожиданно узнаете, может быть, о ком-то из них. Или, в принципе, об этом коллективе, об этом сообществе какие-то такие новости, известия, тут как гром среди ясного неба. В принципе, у меня такое тут ощущение, как будто бы вы себя все-таки как-то отделяете от этого коллектива. То есть осознанно, неосознанно. Вполне возможно, эти женщины, они хотели бы с вами, ну, то ли сотрудничать, то ли что-то узнавать о вас. Как будто бы попытки сближения с вами были или будут еще. Но вы тут такое сочетание на вас, ведающая, ведьма и луна. Вы для них все равно непрочитанная книга, загадка. При этом я вижу тут карта границы. Вы изо всех сил стараетесь вот эти вот рамочки, границы выстраивать. То ли не хотите до конца становиться частью этого коллектива, то ли не хотите уподобляться, может быть, тут какие-то игры, манипуляции, может быть, тут какие-то, знаете, кланы, войны тоже междуусобно идут. У всех по-разному. Так, ну тут мне все равно информация такая идет. Какая-то идет, может быть, информационная. Ну, даже не знаю, война, не война, но тут сплетни. Все равно каким-то боком это коснется вас, эти сплетни. Как бы вы тут старались не вовлекаться в это все. Почему я говорю, это коснется вас? Потому что тут мне показан энергетический пробой. Может быть, неприятное что-то вы узнаете. Это каким-то боком, знаете, как попытки может вас вовлечь, повторюсь, в какие-то, может быть, игры, противостояние, сплетни, может быть, о вас, могут быть какие-то провокации. Как бы вы тут не старались противостоять, а я вижу, вы тут стараетесь вообще не вовлекаться в это все, не участвовать в этом всем, в этих сплетнях. Все равно, но каким-то боком, просто предупреждение для вас, энергетический пробой, он случится. Просто ваше, может быть, дело сейчас максимально подготовиться к этому и минимизировать эти какие-то, да, пробои энергетические, потерю этой информации, потерю этой жизненной энергии вашей. Может быть, не так болезненно реагировать на какие-то сплетни. Это же сплетни, это же неправда. Уж не знаю почему, но вас это может задеть. Кстати, это может даже не сколько о вас, это может быть о ком-то. Но почему-то и вас к этому притягивают, подтягивают, вовлекают. Вот тут такое вот. Дальше информация тут она такая своеобразная. У кого-то, если есть тут женщина, по карте княгиня выходит. Мне хотелось бы, конечно, считать это на вас, но у кого-то, если есть там начальница или, в принципе, женщина такая, хочу сказать, солидная, тут корона на голове, уже, может, она обременена властью, какими-то полномочиями, ну, в прямом смысле, может быть, сотрудница, начальница,
то у меня тут интересная такая информация идет, карта сделка, как будто бы вы, может, сильно и не хотите, но вам то ли придется с ней какую-то как сделку заключить, может, это временная сделка, при этом такое ощущение, как будто бы вы от этого будете не в восторге, и где-то вы даже будете понимать, что это... Я эту карту часто считаю сделка с дьяволом. Я не говорю, что эта женщина там плохая, или там прямо она свои какие-то цели преследует. Ну, понятно, преследует. Но это такое, знаете, какой-то такой, то ли хлипкий какой-то мир, такое сотрудничество. В любом случае, вы предпочли бы не заключать эту сделку. Ну, вас как будто бы то ли вынуждают, то ли ситуация так будет складываться. При этом вам удастся вот это вот соблюсти, может быть, какие-то опять-таки где-то вот эти свои рамочки, границы, как-то так пограничненько пройтись. Это карта балансирования. Вам удастся вот балансировать, то есть, может быть, не в полной мере вы будете там, не знаю, как вам сказать, от этой женщины зависеть, или вам удастся как-то нейтрализовать ее влияние. То есть эта сделка вроде бы союз, сделка, может быть, это сотрудничество. Оно как будто бы на данном этапе неминуемо. Хотите вы этого или не совсем хотите. Но при этом вы, я вижу, ну, как будто не потеряете себя. Вам удастся вот так вот, видите, тут женщина идет, балансирует над пропастью. Вот вам удастся так пройти. Как это... Ну, не потеряв себя, может быть, там собственные какие-то там у вас цели, мечты, я не вижу, что вы тут это все потеряете. И более того, дальше тут карта полет. С этим ли это связано, или в принципе с какими-то тут как будто бы ощущениями, может быть, тут полет это своего рода свобода, может быть, вам удастся в моменте потом, как будто, может, где-то от этой сделки освободиться. И может от влияния каких-то, ну, вот этих вот женщин тоже вам удастся освободиться. Карта полет, как будто крылья расправили, или, по крайней мере, может, вы увидите свет в конце туннеля, вы увидите какие-то ориентиры, да, куда вам нужно идти, как вам нужно идти, может быть, как избежать каких-то в следующий раз тут, ну, не знаю, провокаций, ловушек, этих энергетических пробоев. Вот тут вот мне об этом информация. Тут единственная карта это встреча. Я могла бы прочитать в контексте, конечно, карта княгини это с какой-то женщиной вы встретитесь и заключите, ну, условно сделку заключите, да. Может, придете к какому-то сотрудничеству, договоритесь по поводу чего бы то ни было. Но сейчас встреча. Это может быть, кстати, встреча, тут все-таки изображена женщина и мужчина. Это может быть встреча с каким-то мужчиной, опять-таки. И тоже своего рода сделка. Если так читать, и вы вот в роли этой княгини, то я вам хочу сказать, какую бы вы сделку с этим мужчиной, вот если будет встреча, вы бы не заключили, все равно вы выбираете себя, свое стабильное настоящее, свое настоящее, да, стабильное и будущее свое стабильное. Тут такой подтекст материалка. И тут балансирование. Это история о том, что даже если из прошлого какие-то тут будут появляться принцы, да, товарищи из прошлого, как бы там сердечко не забилось ваше, какие бы там эмоции вас не накрывали, такое у меня ощущение, как будто бы вы все равно выбираете себя, вы не позволите ситуации выйти из-под контроля, в том плане испортить вам жизнь. Тут как будто бы вы уже слишком, ну, может, слишком болезненный был опыт, и вы понимаете, что не стоит рисковать там своим, ну, не знаю, своей стабильностью, своим вот положением, где-то, может быть, в семейном, в обществе даже, ради тут каких-то все-таки сделка с дьяволом, ради каких-то, может быть, эмоций, которые, ну, может быть, даже и токсичные, может быть, разрушают вас. У кого-то так может проиграться встреча. Ну, скажем так, эта встреча в любом случае, мне такое идет, как будто бы встреча будет с каким-то человеком. Почему-то мне идет, как будто бы вы от этого человека
ну, то ли ничего хорошего не ждете, да, тут, или в свое время вы могли почувствовать какое-то как унижение, тут карта подчинения, может быть, зависеть от этого человека. И даже, ну, знаете, можно зависеть от какого-то человека, но не чувствовать вот унижения, не чувствовать дискомфорта. Да, можно подчиняться кому-то, чему-либо, ну, в данном случае какому-либо человеку, но воспринимать это, ну, то ли как должное, то ли как на данном этапе это необходимо. А тут вот какой-то почему-то вы с каким-то встреча будет с человеком, это может быть мужчина, может женщина, но при этом у вас вот это ощущение, вот как карта унижения, как будто бы, ну не знаю, как будто бы вот этот человек, ну то ли обидел вас, то ли вел себя так как-то некрасиво, может слишком, не знаю как это сказать, слишком фамильярно, нефамильярно. Но в любом случае вы почувствовали себя как будто бы не то что там пренебрежение, как может быть человек как где-то обесценивание, может ваших каких-то заслуг, достоинств ваших каких-то, ну опять-таки в принципе вас как человека. Вот тут вот такое вот может такое быть. Дьявол. Ну, вообще вот для этого человека не очень хорошие карты ложатся. Ну, так что аккуратно как-то. Почему-то меня как будто бы подводят к тому, что вы с этим человеком чуть ли не как заключите какой-то негласный такой мир. Какая-то такая вот как договоренность будет. При этом вы этому человеку точно не доверяете, не верите ему. Вполне, может быть, понятно вам, он преследует свои цели. При этом вы стараетесь как будто бы для себя такую какую-то выработать, я не знаю, как это, технику какую-то, как будто бы вроде бы и не идти против этого человека, но в то же время стараться себя не потерять. Вот тут вот такое какое-то даже балансирование, вот так вот. Но мне карты говорят о том, что вам это удастся. Может потом в будущем удастся даже освободиться от этого. Карта полет, то есть свобода, полет, эйфория. Ну тут какая-то даже с вашей стороны как хитрость будет. Ну, хитрость, и может быть в моменте, когда вам это будет нужно, вы карта воительница с мечом. Тут женщина, которая свои все-таки рамки границы, может, будете в будущем как будто бы четко отстаивать, простраивать. Может, когда вам какая-то ситуация такая уже подвернется, то ли у вас будет союз с другим человеком. В данном случае, если это начальство, может быть смена работы, может быть, в принципе, вы отстоите где-то лучшие для себя какие-то условия там по работе. Просто пример привожу. Мне показано, что для вас сейчас это вот по карте лисичка все-таки это нужно проявить какую-то гибкость, и вы это таки воспринимаете, как будто особо у вас выбора нет. Единственное, что нужно как-то экологично в плане себя в первую очередь вот это все какую-то сделку совершить. Такая какая-то у меня интересная сегодня история вышла. К чему вам готовиться? Такие перемены у вас на пороге. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.